Здравствуйте! В нашу прошлую встречу, говоря о содержании моей книги, я привела ряд доказательств деления воинов Чингисхана по расовому признаку. Хотя все они вошли в историю под одним общим названием монголы, мои исследования показали, что в XIII веке существовало четкое деление всех монгольских племен на две большие группы. Первая группа включала светлых монголов, как я их условно называю. Они были европейской внешности и были прямыми потомками Сармата Алан, и для них понятие монгол было исконным, древнейшим самоназванием и родным. Вторая группа племен смуглых, темноволосых, с характерной азиатской внешностью, которые тоже себя называли впоследствии монголами, но монголами не являлись. Вот это название возникло у них в порядке подражания светлой доминирующей группе и невольного самовосхваления. Встает закономерный вопрос: а как светлым монголам, живущим в окружении азиатских племен, удалось к XIII веку сохранить свою родословную и этническую обособленность? Ведь именно в этом аланам отказывают ученые-историки, даже гипотетически не допуская мысли об их существовании на территории Монголии в данный исторический период, хотя вся эта территория в древности была заселена скифами. На этот ключевой вопрос исторические хроники дают ясный ответ. Единые традиции, культура, вера, общий дух объединяли светлых монголов на протяжении тысячелетий в единый этнос, позволяя сохранять свои корни, свою родословную, язык и внешний облик. Поговорим сегодня об одной из важнейших традиций светлых монголов, связанных с супружеством. Каждый представитель светлых монголов с детства досконально знал свои ближние и дальние корни и хранил свое происхождение как драгоценность. Перечень этих родственных связей между светлыми монголами тщательно отразил в своей летописи Рашид ад-Дин. Он подчеркивал, что у всех их выведенная ясная родословная каждому новорожденному дитяти объясняют и растолковывают происхождение его, подобно тому, как другие говорят из той динации. По этой причине нет никого из них, который бы не знал своего племени и происхождения. Кроме монголов, у других племен нет такого обычая, говорит Рашид ад-Дин, том 1, книга 2, страница 13. Отдельно следует сказать, что отношение к определенной кости или племени, как пишет летописец, называлось уассун. Так и стоит это слово в источнике. В переводе с осетинского означает громко свистеть, мычать, рычать и кукарекать. То есть буквально отношение к определенному подвиду. Племена, объединенные и ведущие общие происхождения, составляли урух. Урух по-осетински обозначает «широкий». Наличие этой великолепной традиции помнить свое происхождение позволяло светлым монголам соблюсти два важнейших условия супружества. Первое – не допускать кровосмешения, и второе – сохранять этническую и расовую чистоту рода. Рашид ад-Дин в своей летописи особо подчеркивал, что племя Буджигин, к которому относился Чингисхан, никогда не смешивалось с племенами, которые только приняли название монгол, но монголами не являлись. Бурджигины предпочитали рода, происхождения которых им было хорошо известно, и у этого племени существовала древняя традиция обмениваться женихами и невестами с племенами Хонхират и Джадж-Ират. Удивительно интересен перевод этих племен с осетинского языка. Хонхират – гора Колыма, а Джадж-Ират – это обильный Колым. Видимо, невесты из этих племен были просто на расхват, принося своим родителям огромное богатство. Летописец сохраняет информацию о том, что светлые монголы брали жен преимущественно из 6 родов – Хонхират, Хуралас, Джалаир, Меркит, Татар и Кираит. Так произошло с Дабун-Баяном, Кабул-ханом, Чингисханом, который его отец вынужден был вести за несколько кочевий, чтобы сосватать ему Барте. Из ветви Хонхират была мать Чингисхана. Прародительница всех светлых монголов была из племени Хуралас. Совершенно иными были нравы темных монголов. Вот что писал Плана Карпини. Они могут сочетаться браками со всеми вообще родственниками, за исключением матери, дочери и сестры от той же матери. На сестрах же только по отцу, а также на женах отца после смерти его они могут жениться, и на жене брата, другой брат младший, после смерти первого обязан даже жениться. Всех остальных женщин они берут в жены без всякого различия. Глава 2, параграф номер 2. В отличие от темных монголов, женщин и светлых монголов в вопросах повторного брака
имели свободу. Согласно историческим документам, их могли вторично выдать замуж, но у них было право и не вступать в повторный брак. Положение первых жен у монголов было исключительным. Супруга Чингисхана Барте была его лучшей советчицей, и многие свои решения он принял под ее влиянием. Первые жены присутствовали на Хурилтае, могли сопровождать мужей в походах, скакали на лошадях, владели оружием и при случае могли защитить себя и своих близких. Одна из родственниц Чингисхана, Уркене, самостоятельно управлялась целым улусом. Вдова Угидея Туракина в течение 6 лет занимала престол, а Сархахтани-Беги, вдова Тулуи, оставшись без мужа, возглавила империю. Разве такая традиция супружества, такая роль женщины в обществе нам ничего не напоминает? Разве в памяти не всплывают образы свободолюбивых амазонок, воительниц периода сарматского господства в степях Причерноморья? Теперь вернемся в наши дни. Мои исследования показали, что традицию супружества удалось сохранить и их генетическим потомкам, Алан Астинам современным. Она заключается в том, что женитьба на девушке, если у нее в роду есть родственные фамилии, не только по линии отца, но и по линии матери, невозможно. А таких фамилий может быть 5-7 с каждой стороны, поэтому знание своей родословной продолжает оставаться священной обязанностью каждого астина. Сегодняшняя астинка не только мать, но и соратница своего мужа. В свадебном ритуале современных осетин сохранился очень интересный обычай, по которому жених до свадьбы находится не в собственном доме, а в близком к нему родственном доме, где он получает название Кан или хан, если говорить по-монгольски, что в переводе с осетинского означает «воспитанник». Эта традиция была и в средние века у светлых монголов. Мои исследования показали, что если светлый монгол был женат, то к его имени прибавлялась приставка хан или кан. Кубилай хан, Кутула хан, Чингис хан или кан. А если слово «хан» не прилагалось, значит, он был холост. Просто со временем произошла подмена понятий, так как светлые монголы, ну и, как правило, женатые, занимали все ключевые посты в Монгольской империи. У покоренных народов это слово стало подобно слову «господин», а это неверно. Я полагаю, что моя трактовка слова «хан», «кан» гораздо ближе к истине. Подводя итог нашей встречи, можно смело утверждать, что именно древняя традиция супружества со строгим соблюдением правил выбора невест из племен расово и этнически близких светлым монголам позволила сохранить их европеоидный внешний облик довольно долго. С вами была Джио Залина, автор книги «Чингисхан. Аланский след». Спасибо.